Привет! Тема «Радикальный эмпиризм». Радикальный эмпиризм – это философская доктрина, выдвинутая Уильямом Джеймсом. Уильям Джеймс утверждает, что опыт включает в себя как частности, так и отношения между этими частностями, и что, следовательно, и то, и другое заслуживает места в наших объяснениях. Любое философское мировоззрение ошибочно, если оно останавливается на физическом уровне и не может при этом объяснить, как может возникать смысл, ценности и интенциональность. Интенциональность – понятие философии, означающее центральное свойство человеческого сознания быть направленным на некоторый предмет. Радикальный эмпиризм – это постулат, констатация факта и вывод, пишет Джеймс. Постулат состоит в том, что единственными вещами, которые будут обсуждаться среди философов, будут вещи, определяемые в терминах, взятых из опыта. Как утверждает Джеймс, дело в том, что наш опыт содержит несвязанные сущности, а также различные типы связей. Он полон смысла и ценностей. Для Джеймса вывод состоит в том, что наше мировоззрение не нуждается во внешней трансцендентной поддержке, но само по себе обладает связанной или непрерывной структурой. Постулат является основным утверждением эмпирического метода. Для Джеймса наши теории не должны включать сверхъестественные или трансцендентные сущности. Эмпиризм – это теория познания, которая подчеркивает роль опыта, особенно чувственного восприятия, формирования идей, не принимая во внимание априорные рассуждения, интуицию или откровение. Для Джеймса характерно то, что он допускает, что трансцендентные сущности могут существовать, но говорить о них бесполезно. Фактическое утверждение Джеймса состоит в том, что наш опыт – это не просто поток данных, а сложный процесс, полный смысла. Мы видим объекты в терминах того, что они значат для нас, и мы видим причинно-следственные связи между явлениями. Опыт, он имеет как содержание чувственные данные, так и ссылку, и согласно Джеймсу, эмпирики несправедливо пытаются свести опыт к голым ощущениям. Это заметно отличается от традиционного эмпирического взгляда Лока и Юма, который рассматривает опыт в терминах, которые должны быть интерпретированы путем рассуждения, прежде чем мы сможем действовать на них. Итак, Джеймс приходит к выводу, что опыт полон связей, и что эти связи являются частью того, что на самом деле переживается.